Итак, предпочтете повязку из высококачественной синтетики настоящего хлопка или комфортной смеси хлопка с синтетикой? У тебя есть настоящий хлопок? Конечно, а у вас нет? Спасибо. Вы выглядите несчастной, Он не был вежлив со мной. правда? Я указала ему на золотое правило, а он посадил меня на поводок, и я пила воду из лужи, которая была мочой животного. Любопытно. Я думала, что буду секс-рабыней. Что? Нет, какая отвратительная мысль. Я просто собираюсь забрать ваши органы. Добротная постапокалиптическая киноадаптация игровой вселенной, наполненная черным юмором и комической жестокостью. Это ретро-футуристическое приключение из подземного убежища в дикие пустоши. Это фантастическое рассуждение о новой эпохе человечества на руинах прошлого. В сериале три главных героя – мутант-ковбой Купер, жительница убежища Люси и сквайр братства стали Максимус. Их сюжетные линии пересекутся в горизонтальный сюжет сквозного развития. Особенно выделяется роль Уолтона Гоггинса, который создал колоритного, циничного, зачерствевшего Гуля. Аарон Матен не кажется мне подходящим под образ рыцаря-любовника. На мой взгляд, кастинг-директору стоило бы поискать более подходящего актера. Лицезреть его удивленное лицо несколько раздражающе. Элла Пернелл, которая была выбрана для роли жительницы убежища, играет достоверно. Она эмоционально передает образ женщины, чье мировоззрение будет меняться по мере развития сюжета. Вообще, картину не обошла обработка на соответствие квотам инклюзивности и соблюдением расового разнообразия, но, к счастью, в картине не будет акцента на гендерные ориентиры. Порадовало присутствие Майкла Эмерсона и Кайла Маклахлина. Эмерсон — это стопроцентное попадание в роль, а Маклахлин, чтобы не спойлерить, скажу так, его персонаж окажет большое влияние на новый сезон. Когда вижу его на экране, всегда вспоминаю его образ из Twin Peaks. Насколько же он был гармоничен у Дэвида Линча. Каждый персонаж наделен индивидуальным характером, предысторией, убеждениями, им сочувствуешь и за них переживаешь. Этот проект появился на свет благодаря издателю компьютерных игр Bethesda Softworks и компании Amazon, и в этом кроются некоторые несоответствия первоначальной концепции мира пустошей. Но люди, незнакомые с сюжетом первых двух частей компьютерной игры, не обратят на это внимания. Дело в том, что исполнительный продюсер компании Bethesda Game Studios Тодд Говард фанатеет от драматичных семейных драм. Не подумайте, что я считаю это чем-то плохим, просто в таких историях прослеживается агрессивная диверсификация некоторых социальных правил, переходящих в обыкновенный абсурд. Вот и в этом сериале сюжет основан на семейных взаимоотношениях, которым уделяется слишком большое внимание, из-за чего сериал временами проседает на затянутые объяснения, что немного утомляет, но придется с этим смириться. Первые 4 серии будут знакомить зрителя с действующими героями, объяснять причины, расставлять акценты. Иногда и нечасто это будет немного затянуто, но юмористический тон, веселый антураж с литрами красного сиропа превратят мучительную историю в веселое и увлекательное приключение. Особенно выделяется 4-я серия, в которой умелая режиссура и проработанный сценарий создают эксцентричную авантюру из интригующих поворотов, а атмосфера фильма будет соответствовать игровому лору. К сожалению, атмосфера не погружает в мир апокалипсиса и не передает угрозу или борьбу за выживание, а только развлекает яркими красками и забавным действием. Художники отлично поработали над визуальным оформлением. Визуальные эффекты приемлемые, декорации разрушенных городов реалистичные. Подземные убежища в точности аутентичны игровому дизайну и передают своеобразный американский уют. Рисованные обитатели пустоши могут показаться слишком пластиковыми, как и силовая броня, но степень несоответствия не вызывает сильного диссонанса, и с этими условностями достаточно легко смириться.
Перед знакомством с киносериалом Fallout я был скептически настроен, но начав просмотр, я был приятно удивлен качеством работы над сценарием, смелыми шутками и реалистичным взглядом на постапокалиптический мир. Хоть я и не являюсь фанатом игры, а играл только в Fallout 3, мир киносериала я принял без сомнений и с удовольствием погрузился в его атмосферу радиации и трагедии человеческих судеб. Как я и говорил, в картине слишком много драмы. От противоречивого послушника братства до лицемерного смотрителя убежища. Этот трагизм, на мой взгляд, перегружен, а для баланса явно не хватает юмора. И именно черный юмор задает сумасшедший темп постапокалиптического веселья, но он проседает под сюжетной необходимостью построить рабочую конструкцию из мотивов и целей. Скорее, это особенность сериала, а не недостаток. Очень сложно угождать и балансировать перед искушенным зрителем. Я не виню за это авторов. Они хорошо поработали, и этот труд на достойном творческом уровне. Это наглядный пример правильного использования моделей Батра и Рэя для вовлекаемости реципиентов в соответствии с варьирующимся весом. Моя субъективная оценка по версии Германа 7 из 10. Предлагаю вам самим оценить сериал. Даже если вы не знакомы с игровым первоисточником, это не помешает вам понять происходящее. А после просмотра поделитесь своим мнением в комментариях. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, предлагайте темы для обсуждения и поддержите меня.